Добро пожаловать! И мы продолжаем тему, как воспитать замечательного ребенка по методу Монтессори от года до 2 лет. После 12 месяцев малыш становится еще более подвижнее и способнее. Уже сам хочет держать стакан и помогает просовывать руку или ногу при переодевании. Если он у вас уже немного ходит, можно купить игрушку на колесах. Дети обожают что-то вести за собой, и это будет его мотивировать ходить еще больше. Если еще не ходит, то это нормально, не впадайте в панику, дайте ему время. Но метод Монтессори не советует садить ребенка в ходунки или прыгунки, так как это не полезно для маленького тела и наоборот затормаживает момент первых шагов. Лучше, когда он научится ходить самостоятельно, держась за мебель или вашу руку. Либо можно приобрести такую тележку, за которую малыш будет держаться и толкать, и в будущем он будет обожать перевозить в ней предметы. Приучаем к порядку, как мы помним, уже 6 месяцев. Итак, малыш уже повсюду передвигается. Определите ему полку в гостиной, где будут лежать его несколько игрушек и книг. Никогда не выкладывайте все игрушки ни в детской комнате, нигде в доме. Не скидывайте все игрушки в одну большую коробку. Распределите их на несколько наборов, на любимые и с которыми он чаще играет, и еще на несколько, которые вы будете чередовать каждый месяц или около того. Остальные игрушки спрячьте. Крупные аккуратно выставите на полку, мелкие распределите по коллекциям, по коробкам. Также мелкие можно комбинировать, например, конструктор объединяем с животными, чтобы ребенок строил для них ферму. В детской комнате, да и вообще в доме должен быть порядок. Каждая вещь имеет свое место. Хаос негативно влияет не только на нас, а также и на детей. Ученые говорят, что из-за беспорядка в доме у детей начинается беспорядочное поведение. Поэтому после того, как ребенок позанимался с одной игрушкой, он должен обязательно вернуть ее на свое место. Приучайте его к аккуратности. Он может взять любую игрушку или книжку с полки, играть с ней сколько захочет, только взамен он должен вернуть ее на свое место. Вначале с детками помладше, год-два, мы помогаем им все возвращать на свои места, а дальше они делают это самостоятельно. Если у вас есть возможность, вы можете сфотографировать полочки, как они должны выглядеть, и положить фото на полку. Это будет служить подсказкой для нужного порядка. Определяем рабочую игровую зону. Например, если ребенок хочет рисовать, либо работать с пластилином, он всегда подкладывает газетку или подстилку на свой столик и только потом начинает занятие. После окончания все убирает по местам. С мячом играет только во дворе, там он его может кидать и пинать. Готовить еду на кухне. Для остальных занятий и игрушек он расстилает коврик, этим самым он определяет границы своей территории. Можно приобрести несколько ковриков, для его комнаты один и второй для гостиной. Покажите, как нужно его раскатывать и закатывать. Смотрите, как это круто и удобно. Малыш хочет поиграть в лего, раскатал коврик, что-то построил, поиграл, убрал это на место и скатал коврик. Убрал на место. Потом пошел, постелил газетку на свой столик, принес пластилин, полепил что-то, убрал все по местам. Если у вас несколько детей, то они играют либо каждый на своей территории, на своем коврике, либо объединяются, если сами так решат. Это все сработает, если вы изначально обучите ребенку убираться за собой. Создайте план, как научить ребенка делать вещи правильно, вместо того, чтобы наказывать и критиковать. Думайте о его безопасности, научите осторожно брать и возвращать предметы с полок. Возможно, некоторые материалы им будет легче переносить на подносе. Покажите, как это делается. Например, что-то перенести с одной коробки на коврик, что-то тяжелое или где много деталей. Пусть использует поднос, переносит по чуть-чуть.
Научите ребенка заботиться о своих игрушках и принадлежностях. Когда что-то сломалось, постарайтесь вместе это починить. Если что-то разобьет, не ругайте, ведь на ошибках мы все учимся. Просто покажите, как безопасно собрать мелкие кусочки. И главное, демонстрируйте заботу о своем доме своим примером. Возвращайте все по местам, содержите дом в чистоте, подбирайте мелкие детали или крошки с пола. Ближе к 2 годам мы подготавливаем дом и обучаем ребенка к повседневной жизни. На кухне выделяем нижнюю полку для него, где будут лежать его посудка, маленькие ложки, вилки, тарелки, салфетки. Остальные шкафчики блокируем, либо убираем оттуда все хрупкое и опасное. Также в холодильнике снизу в двери определяем место для него, где будут находиться контейнер с нарезанными фруктами, йогурт или перекусы. В будущем, примерно после 3 лет, кувшинчик с соком, который он сам в любое время может для себя взять, налить и попить. В комнате малыша также появляется стойка или шкафчик, где вешается его одежда, одна корзинка для носков и одна для нижнего белья. При одевании ребенка дайте ему выбор. Какие штанишки наденем сегодня? Эти или эти? Белую футболку или желтую? Этим самым вы даете ему возможность выбирать самостоятельно. Примерно в 1,5 года ребенок уже сам захочет одеваться. Поэтому уделите этому отдельное время, а не в спешке. Преподайте урок. Сядьте рядом и покажите, как нужно натягивать носочки, надеть шапку или шарф. Начинаем с легко надеваемых вещей. Вообще, поначалу приобретите вещи, которые ему легко будет надеть, поменьше кнопок и шнурков. К примеру, обувь легче и быстрее будет надеть, которая на липучках. Дайте ему рубашку с большими пуговицами, разрешите практиковаться, застегивать, расстегивать ее. Либо можете купить или сами сделать такие рамки с лентами, пуговицами, кнопками для практических занятий. Это идеально развивает мелкую моторику. 18 месяцев у ребенка уже достаточно развилась нервная система, чтобы контролировать мочевой пузырь и кишечник. Мы не торопим процесс использования горшка, а поддерживаем его, когда он готов. Примерно, когда он уже сам захочет снять, либо надеть свои трусики, либо у него будет какой-то сигнал, он показывает, что хочет в туалет. Выделяем несколько дней для тренировок. В эти дни мы не надеваем подгузники, даем возможность ходить в трусиках. Будьте готовы к утечке. Ребенок сам начнет понимать, что случился accident и что ему нужно продержаться. Покажите своим примером, как вы ходите в туалет. Потом помогаете ему сесть на горшок. Рядом у него стоит своя корзинка с туалетной бумагой и несколько запасных трусиков и старых полотенчиков, которые он сам будет протирать в утечке. Водите на горшок каждые 30 минут, каждый час или как сами посчитаете нужным. Пожалуйста, поделитесь своим опытом, как вы приучили малыша к горшку. Еще ни в коем случае нельзя стеснять или ругать ребенка за утечку, но и не надо слишком из-за этого радоваться и давать награду. Это натуральный процесс, не нужно делать из этого большое событие. Вообще Монтессори не советует хвалить детей, а именно судить их личность такими словами, как «молодец», «умница», «ты самый лучший». От таких слов у него формируется зависимость от похвалы. А как мы все знаем, любая зависимость вредна и опасна. Получается, ребенок будет что-то делать не потому, что ему интересно, а чтобы его похвалили. Похвала равносильно материальному поощрению. Зачастую родители хвалят малыша абсолютно за все, даже если он сделает или скажет что-то неприличное, потому что пока он маленький, это выглядит все очень забавно. Ну а когда ребенок вырастет, особенно в переходный возраст, родители наоборот критикуют его. Потом у человека появляется чувство, что его не дохвалили, постоянно ждет чье-то одобрение. Поэтому хвалить или порицать нужно за отдельные действия. Например, сходил на горшок,
Скажите ему: ты это сделал. В следующий раз он сходит на горшок и скажет: я это сделал. Ребенок показывает вам картинку, которую сам нарисовал. Не говорите: о, ты самый лучший художник, а спросите вопросы и детали, почему он выбрал именно этот цвет, форму и так далее. Если ребенок с чем-то помог, достаточно просто благодарности, скажите ему спасибо. Или наоборот, бэби ударил кого-то, объясните: помнишь, ты упал со стула и тебе было больно? Вот когда ты бьешь кого-то, это точно так же больно. Ты хочешь извиниться и продолжить игру? Или техника вопроса: вместо указательного иди и верни обувь на место. Просто спросите: где лежит наша обувь? Используйте факты. Ребенок долго моет руки. Так скажите ему: малыш, вода очень ценна, поэтому мой руки побыстрее, чтобы ее не тратить. И, конечно же, ни с кем не сравнивайте своего ребенка. Ты весь в отца, или посмотри на Алекса, как он хорошо учится. Ты ведешь себя как маленький, или наоборот, теперь ты большой. Не надо вообще акцентировать на маленький или большой. Старших нужно уважать. Нет, уважать нужно всех и все. Детей, взрослых, животных, окружающую среду. Вы не хотите, чтобы ребенок низко чувствовал себя, и этим самым у него наоборот появится неприязнь к тому, с кем было сравнение. Мы любим и уважаем его за то, кто он есть, без сравнений. Принимайте все эмоции, но не все поведение. Если он плачет, не говорите: только слабые плачут, или мальчики не плачут. Спросите, что его беспокоит. Поговорите о чувствах и потребностях. Поделитесь своими чувствами и потребностями. Ну, а если идет драка, то есть неподобающее поведение, то, конечно, останавливаем. Малыши в очень раннем возрасте не реагируют на правила, дисциплину и наказание, но они реагируют на бесконечную любовь. Они еще не понимают, что правильно, а что нет. Они живут в моменте, и если чего-нибудь хотят, они хотят это именно сейчас. А плач и истерика являются методом общения. Это может означать, что малыш голоден или ему нужно сделать отрыжку. Возможно, он находится в неудобной позиции или ему нужно поменять подгузник. Может, он чего-то испугался или ему приснился неприятный сон. Либо ему скучно и одиноко, так как вы долго говорите с подругой за ланчем или по телефону. Да, либо малыш может закатить истерику, так как он зол и недоволен, или проверяет ваши границы. Будьте внимательны, и тогда вы сможете понять, что он пытается вам сказать во время истерик. Малыши и родители иногда могут выйти из-под контроля, поэтому кто-то один должен стать взрослым. Оставайтесь спокойным, отступите, попытайтесь определить спрятанное сообщение. Если вы думаете, что малыш голоден, накормите, испугался, утешьте, болен, лечите. Ну, а если малыш, очевидно, испытывает вас, никогда не поддавайтесь на манипуляцию. Если у него это сработает, то он будет использовать это постоянно, пока не получит свое. Но ни в коем случае не прибегайте к насилию, шлепая малыша, удерживайте его физически, только если он не собирается выбежать на дорогу или причинить себе вред. Не прибегайте к угрозам и наказаниям, не спорьте, не позорьте своего ребенка, не решайте проблемы на публике, отведите малыша в уединенное место. Зачастую детям тяжело перемещаться с одного места в другое, например, покидать детскую площадку или гостей. Поэтому заранее предупредите их, что через 10 минут вы идете домой. Этим самым вы показываете свое уважение и даете время закончить игру или попрощаться. Если все же началась истерика, так и скажите: я понимаю, ты хочешь остаться здесь, но мы должны идти на ланч. Не поддаемся никаким уговорам и уходим. Кстати, учитывайте это перед тем, как записывать малыша на различные классы. Гонки с одного занятия на другое повышают стресс детей и родителей. Еще один очень крутой инструмент, чтобы устранить истерику, это дать выбор. Выбор, что делать первым. Мы сначала делаем математику или читаем, чистим зубы или принимаем ванную.
Выбор что-то сделать сейчас или через 5 минут. А мы кушать будем сейчас или через 5 минут. Дайте выбор одежды. Голубую или зеленую кофту. Выбор еды. Морковку или яблоко. Тебе порезать драник или оставить целым. Когда даете малышу выбор, это вызывает уважение, укрепляет доверие, развивает навыки решения проблем и учит ответственности. Наступит момент, когда малыш начнет упрямо говорить слово «нет». «Нет, я не хочу», «нет, не буду». В этом случае мы помогаем урезать слово таким образом. Дать ребенку выбор, ты хочешь воду или молоко, о чем мы говорили ранее. Научите ребенка говорить «нет» вежливо. «Мам, я не чувствую, что хочу делать это сейчас». Имейте в виду золотое правило Роберта Хайлейна. Доброта и вежливость намного важнее между мужем и женой, родителями и детьми, чем между посторонними людьми. Не сдавайтесь легко, отступите грациозно и постарайтесь найти компромисс. Сила усилий может сведена к минимуму, если вы предоставите вашему ребенку значимые уровни независимости и ответственности в повседневной жизни. Это сделает ребенка чувствовать себя сильным и независимым. Оставьте слово «нет» на случай, когда действительно могут навредить вашему и другим детям. Напоминаю, все, о чем я говорю, это всего лишь знания из книг. Это просто идеи. Не нужно слепо следовать, потому что каждый ребенок уникален, и каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Мы все развиваемся по-разному. Консультируйтесь с педиатром вашего малыша, но всегда изучайте и перепроверяйте информацию сами. И слушайте свое сердце. Мы также продолжаем читать книжки для детей, разговариваем с ними на понятном языке, не на детском, знакомим с новыми словами, частями тела, с тем, что окружает вас в доме, знакомим с домочадцами и их именами, с животными, цветами, фруктами и так далее. Конечно, поначалу беби не будет проговаривать слова правильно, либо вообще не будет говорить, а только слушать, либо будет придумывать свои слова, пытаясь повторить. Это будет звучать мило, но мы за ним не повторяем, а произносим все слова четко и правильно. Так он быстрее научится общаться, и чем больше выучить слов, тем лучше. Используем процесс 3 этапов. Выставляем 3 фрукта, игрушечных животных или птиц, или цветов. Указываем на каждый из них и называем: это банан, это яблоко, это груша. 2 этап. Мы просим показать его. Покажи мне яблоко. Если он показывает на банан, не говорите: нет, неправильно. Возвращаемся к 1 этапу, и мы повторяем: это яблоко, это банан, это груша. И 3 этап. Указываем на яблоко и спрашиваем: что это? Малыш отвечает: яблоко. Пожалуйста, будьте всегда терпеливы и не жалейте время на развитие малыша. Малыш также продолжает совершенствовать навыки собирания колец по размеру, пазлов из нескольких форм и уже лучше справляется с коробкой имбукаре. Рисование отлично развивает мелкую моторику, зрительную и двигательную память, координацию, мышление и креативность. Для первого рисования можно дать ребенку цветную бумагу, кисточки и воду. Покажите, как нужно макать кисть в воду и водить по бумаге. Не обязательно использовать краски, чтобы было меньше беспорядков. Ну, а если хотите познакомить с красками, можно на палитру налить йогурт белый, без сахара, и добавить пищевые краски. Беби также может спокойно рисовать руками, потом его легче будет отмыть. Но не забудьте подстелить газетку и клеенку. Приучаем определять рабочую зону. Для развития мелкой моторики создайте лунный песок. На 2 стакана муки добавьте пол-стакана растительного масла. Смешайте, добавьте пищевую краску по желанию. Малышу будет очень интересно и безопасно играться с таким необычным песком. После использования содержите смесь в контейнерах с крышкой, чтобы не засохло и не рассыпалось. Возьмите 2 миски.
Одну засыпьте крупной фасолью, вторая пустая миска. Задание ребенку: ложкой или щипцами переместить все с одной миски в другую. Если рассыпается, пусть подберет пальчиками. Вместо фасоли можно также использовать крупные мячи или что-то другое крупное. Это задание также отлично развивает мелкую моторику и концентрацию. Сделайте корзину из паутин. В дырочки просуньте пряжу, имитируя паутину. Внутрь положите мячи и игрушки. Задача ребенка вытащить все это. Это забавное задание учит решать проблемы и развивает ловкость. Используйте хэштеги для поиска занятий. Montessori Activity, Montessori at Home, Montessori Toddler, Educational Toys, Montessori Principal Schools, Practical Life Activity, Montessori дома и другие хэштеги. Если у вас есть развивающие идеи, пожалуйста, прошу, поделитесь в комментариях. Мне будет интересно узнать что-то новое. А чего нового узнали вы из этого видео? С чем согласны, с чем не согласны? Давайте дискутировать. И на этом у меня все. Увидимся в следующем видео.